И снова здравствуйте! Мы с вами снова на территории мечты. И снова я с вами, ваш проводник Татьяна Скороманко. Все мы являемся в какой-то мере жителями этой страны. Кто-то больше, кто-то меньше, но каждый мечтает. А есть народ, который проехал эту страну. Но есть народ, который проехал эту страну от края до края на своих кибитках. Одни считают их выходцами из Индии, другие отправной точкой считают Египет, а сами они весь мир. Вот сегодня в гостях у нас, на нашей территории, замечательные люди. Это президент Международного ромского союза Норманд Рудевич. Это директор Латвийского культурного ромского центра Роксана Рудевич и художник Арнела Рудевич. Ну, Арнелу вы знаете все, представлять ее не надо. Она не любит, когда я много о ней распространяюсь, что она делает, а делает она много. Поэтому просто на сегодня она просто художник. Добрый день. Все мы мечтаем. Ну, наверное, Норманд, вы объединяете в себе мечты всех цыган, поскольку вы говорите за всех, поскольку вас выбрали своим главой, и вы в курсе чаяний, проблем и мечтаний своего народа. Вот какая самая большая мечта? Знаете, вы правы, да, с 2015 года президентура Международного ромского союза – это та организация, которая объединила на сегодняшний день 42 страны, которая была создана в 1971 году, и мы буквально недавно отмечали в прошлом году 50-летие этой организации. Это та организация, которая дала миру ромский флаг, ромский гимн, а главное, что начала думать об этом народе как-то глобально, потому что народ все-таки разбрелся по всему миру. Но всегда этот народ был пацифистом по своей натуре, жил всегда в гармонии с природой, не нанеся вреда, наверное, никому, ни с кем не воюя никогда, не строя биохимические заводы, не залезая в недра земные, в принципе, не нанося вред ни окружающим людям, ни земле. Ну, если только украдет какую курочку, знаете, как мы говорим, да и то не для того, чтобы продать на базаре, а чтобы съесть и выжить. В принципе, от этого, наверное, Бог нас любит всегда, охраняет нас. И, может быть, тоже дает шанс, и не только нам, а всей нашей цивилизации, все-таки поменять отношения друг с другом. А особенно сегодня это очень важно. И поменять ценности, которые мы видим очень серьезно сегодня начали меняться. Ну вот есть общая мечта? Да, конечно. Допустим, так как нам, которые объединились, уже есть в каждой стране есть много интеллигентности, собрались уже такие интеллектуальных людей, много спортсменов есть. Но можно сказать и поглубже, что в каждой стране уже создан административный ресурс, такой серьезный довольно-таки. Конечно, есть мечта создать единый центр. Ну, если так аллегорично сказать, ну это как Объединенные Нации, допустим, как Европарламент, допустим, где было бы одно реальное место, где сидело бы наше виртуальное правительство со своим парламентом, со своим исполнительским кабинетом, то есть могли нормально, где было бы у нас свой национальный банк, где был бы наш флаг, где у нас наши послы, мы нормально общались со всем миром. То есть куда могли люди с каждого государства приезжать куда-то и решать проблему ромскую, то есть который реально взял бы ответственность за этот народ. И в принципе это не такая большая мечта и фантазия, она в принципе возможно в наше время создать ее, ну, я думаю, в течение 5 лет, но для этого должно быть хотение, чтобы это миру нужно было. Но как мы видим, сегодня это никому не надо. Я думаю, это было бы самое мирное государство, которое просто необходимо в сегодняшней ситуации, когда по всем мире вспыхивают очаги войны. Вот как в этой ситуации
чувствуют себя ромы? Как их положение? Это был бы, да, вы правильно говорите, это был бы какой-то принос каждому государству, потому что ромы все-таки они сохранили вот эту внутреннюю конституцию, которая держится конкретно на сугубо человеческих качествах. Мы говорим о чести, достоинстве, благородстве, о своем слове, уважение к старшим, к семейным традициям и ценностям. То есть это то, что для нас это фундамент всего нашего существования. Хотя не могу сказать, что вот последние уже лет, я думаю, 5-10 лет, и в нашей среде начались такие большие уже перемены, и не в лучшую сторону, так как все-таки сегодняшний информационный мир очень связан друг с другом, и очень меняется, очень резко меняется. И сейчас особенно нам надо очень много усилий преподать именно к этой внутренней нашей конституции, чтобы как-то сохранить это. Потому что на сегодняшний день я лично вижу, что вот то, что сохранил мой народ тысячелетиями, а это уже реально, допустим, исторически доказано, что 1000 лет, как мы вышли с Канауджа, буквально пару лет назад была эта годовщина тысячелетия, мы все-таки сумели сохранить вот эти правильные человеческие качества, на котором базировался. Мы за все время существования не создали такие институции, как, ну, как-то сохранить себя, допустим, оборонительные какие-то институции. Дело, что да, у вас нету. никогда не было. Чувствуют, вот у вас не было, но кто-то вас защищает. Вот я слышала, вот идет война, и первые попадают в тяжелую ситуацию ромы. Да, это самое опасное время для нашего народа именно тогда, когда начинается война. Потому что первые всегда страдают, ну так история уже нам доказывает, это еврейский народ и цыганский народ. Это всегда так было по истории. Даже я не говорю уже о Второй мировой войне, где очень много было пострадавших, 2 миллиона ромов было уничтожено, хотя тоже никто об этом не говорит, так как мы сами не говорим об этом. Не говорили, может, из-за страха, из-за самосохранения, потому что местные власти в оккупированных странах очень много тоже участвовали в этих всех процессах. И чтобы не было хуже, может, мы прималкивали. Но сегодня, видя, что сегодня происходит, допустим, как опять вспыхивает, возобновляется национализм, про него надо не только говорить, кричать надо, чтобы он не повторялся. И мы сейчас наблюдаем. Мы очень много занимаемся сегодня с этими беженцами, которые в Украине. Допустим, ну, все наши представители во всех странах, особенно зарубежных, как Румыния, Венгрия, Польша, допустим, прибалтийские страны, очень активно занимаемся с беженцами. То есть у нас вот сейчас, буквально через пару месяцев, я надеюсь, что удастся создать большой, опять, международные конференции, именно посвященным вот этой тематике. Мы должны иметь реальную информацию, какая ситуация сегодня с беженцами Украины, допустим, в каждых странах, и в том числе главный модератор вот этой конференции, уже мы договорились, будет этот главный представитель ромов на Украине Петр Григориченко, который обещался приехать и дать обширный доклад по этой ситуации. А ситуация, конечно, плачевная. У нас есть первоисточники. Нам говорят, что сегодня ситуация, ну, очень неприятная на Украине, потому что люди не могут показываться, честно говоря, на улицах. Их обвиняют сразу в воровстве, в мародерстве. То есть я лично знаю, тут был недавно такой прецедент, интерес, который обошел весь мир, где девочки, 2 девочек просто облили их зеленкой, привязали к дереву. Но, к сожалению, я знаю этих девочек. Эти девочки интеллигентных семей, девочки просто поехали из Киева в Львов, в Львове их с автобуса выбрали, обвинив их в том, что они воровки, привязали к дереву, облили зеленкой. Это же страшная вещь, зеленка. Там никто не думал, что они ослепнуть могут, что испортится вся их судьба в дальнейшем. И это не один инцидент. Мне говорят очевидцы, что 80% вот всех тех людей, которых привязывают на Украине, а у них такая привычка откуда-то пришла,
якобы традиции из каких-то древних времен, что они вот так наказывали мародеров и воров. И сегодня 80% говорят эти вот наши ромы, то есть те, которые, может быть, даже, я не говорю, что не все виновны, но я уверен просто, что эти виновны, может быть, 1-2%, не больше, но не 100%. И это испугало этих людей, они не показываются на улицах. Дети не могут, допустим, семьями прятаться в этих бомбоубежищах, у них требуют вознаграждения за это, а у людей нету этих денег там. И вот такие простые ситуации, я уже не говорю, что творится на границах, когда они остаются в каком-то другом категории людей, которым не даются ни помощи, ни поддержки, ни пропитания, ничего. И есть много таких случаев. Ну да, несмотря на то, что происходит война, люди все равно делят нас на своих и на чужих. И это очень страшно. Я думаю, да, я думаю, что эта информация вся, вот мы сейчас реально ее услышим, мы ее задокументируем, конечно, потому что, это надо знать, нельзя молчать об этом. Но есть какой-то инструмент защиты? В том же Европарламенте у вас есть какие-то представители, которые могут выступить? Ведь это действительно невозможно, даже слушать это невозможно. Это не первый случай, о котором я слышала. Очень много идет роликов и в интернете, и люди просто передают один другому, пересылают. Но это фактически повторение геноцида. Да, но вы понимаете, сегодня это плохой тон говорить вот такие вещи о той стране, которая защищается от оккупантов и от всех делов. То есть об этом не говорят сегодня, все замалкивают, но люди реально страдают. И мы помогаем как можем, конечно, мы пишем ноты, мы говорим об этом, уже охрипли, кричать даже об этом, но нас никто не слышит же. Это не сегодняшний день. 30-летиями уже этим занимаемся. Нас просто не слышат. И это, конечно, как говорится, это уже явная ромофобия. Не русофобия. Сейчас вот модно говорить про русофобию. Но она сейчас есть. И я думаю, русский народ сейчас понимает нас ближе всех. Потому что они тоже сейчас, бывает, логические вещи говорят, рассказывают правильные ситуации, но их же никто не слышит сегодня. Пусть они говорят, что они хотят, их не слышат, потому что вот так цивилизация приняла такое решение, что правильная сторона – это западная, а славянская сторона – это агрессор и оккупант. Ну да, поэтому мы молча просто делаем то, что мы можем. Да, то, что мы можем, и то, что мы делаем. Фактически в какой-то мере повторяется геноцид, который был и в Косово, я уже не говорю о Второй мировой войне. Кстати, я помню, еще лет 10 назад вы начали проект создания памятника жертвам геноцида ромов в Латвии. Он осуществлен или нет? Нет, вы знаете, еще нет, конечно, но это наша не только мечта, это наша обязанность. Это моя мото жизни, как говорится, я обязан это сделать, этот мемориал, так как мы все-таки в 2014 году сделали уникальное исследование. Мы добрались до архивов, которых немецкие архивы были уничтожены, их не было. Но мы добрались до КГБ архивов, там, конечно, информации было много. Из 45 тысяч отобранных материалов, то есть мы документально подтвердили 8 тысяч убийств только в маленькой Латвии. Это большое число очень, так как в то время тут в Латвии проживало где-то около 12 тысяч. То есть 2/3 были уничтожены. Можно сказать, что не было ни одной семьи в Латвии, которая не затронула вот этот геноцид. И потому, конечно, мы об этом много говорим, мы сделали уникальную выставку, то есть нас поддержали уже авторитетные историки, исследователи. То есть якобы этот факт осознан в нашем государстве. Но вот этот с мемориалом, у меня какая-то курьезная ситуация все время получается, потому что один из первых, который дал клич всему миру,
Вот официально на 15 году на Всемирном конгрессе 9, который был в Риге, мы это записали в своей программе, в своей резолюции, что в каждой стране, где была оккупация, должен стоять мемориал для жертв Второй мировой войны, то есть для Самударипен, это геноцид ромов. Но получается так, что все, почти в Эстонии даже есть мемориал, Польша открыла, Чехия открыла, Литва открыла, Ушница в Хорватии открыта, но я не говорю уже в Германии, она первая открыла, то есть возле Бундестага. То есть везде уже мемориалы есть. Мы, как законодатели, которые первые вот эту идею выдали, у нас сегодня проблема единственная взять место, найти место. Так как макет у нас есть, вот за моей спиной вы видите, это макет, который уже 7 лет как готовый. То есть у нас есть макет, у нас есть материалы все, не только для мемориала, но и для музея шикарного. Но мы не можем получить вот это место. Без места нет возможности сделать проект и подать вот в эти берлинские фонды, которые сегодня есть это финансирование. Не только в берлинских фондах, которые специально открылись для таких программ, но и в Еврокомиссии есть специальные такие программы. Но у нас вот эта задержка какая-то идет, я не понимаю даже, в чем проблема. Неужели у нас в Риге нет ни одного кусочка земли, где мы можем поставить вот этот мемориал, который сегодня объединяет людей, не разъединяет. Так как сегодня это очень важное место, которое объединяет людей, потому что когда объединяет людей, значит все в позитиве. А сегодня надо жить только на позитивной ноте. Мы знаем этот мир сегодняшний. Может быть, потому что не все знакомы с традициями цыган, с жизнью цыган, с историей цыган. Вот, Арнелла, это великолепная картина. Именно вот эту историю геноцида настолько живо, настолько эмоционально. Вот как может говорить картина, вот так говорят эти люди. То есть они дают посыл. И я удивляюсь, что ведь на презентации в арт-галерее твоей выставки было очень много людей из правительства, власть имущих. И ситуация с мемориалом остается прежней, стоит на той же точке. Сделан потрясающий макет мемориала, и все стоит на той же точке. Да, но есть еще и продолжение этой мечты. Это не только мемориал, это музей интереснейший, которому аналога нет. У нас есть шикарные материалы исторические собранные. А сейчас есть такие возможности. С восковых фигур сделать, показать людям всю историю начала Египта до сегодняшнего дня. То есть это все красиво можно преподнести, показать все. Ну а главное, там и культурный центр можно тоже построить, где можно шикарные концертный зал сделать, где можно периодически проводить хорошие мероприятия, театральные залы, студии записей, где обучение молодежи будут и так далее. То есть это все сегодня возможно, пока вот есть вот этот еще энтузиазм, пока эта энергия еще есть. Потому что сегодня есть эти возможности. У Европы есть средства, есть фонды специально созданные для этого. Самое главное, что у нас очень много идей. У нас в музее очень много материалов, которые в связи от того, что на самом деле они все требуют места, они все требуют какой-то площади, когда ты хочешь показать все, но тебе для этого нужно пространство. У нас очень много выставок сделано, у нас красивые баннеры, у нас красивые картины, которые можно показать, у нас красивые костюмы. И это все, если мы сможем создать музей современный уже, такой, как сегодняшнее сообщество, к кому оно привыкло, вот к такой вот, к другому подходу, каким-то дигитальным уже возможностям, аудиовозможностям. То есть, если мы сможем это осуществить, это будет очень красиво и очень важно не только для нас, но и для людей, которые будут посещать наш музей и
И людям будет дана возможность увидеть нас другими глазами, поменять, может быть, свое мировоззрение. И отношения в том числе. И отношения, конечно. потому что даже сейчас, когда люди приходят к нам в музей, они знакомятся с нами ближе, они видят, что мы такие же, как и они, конечно, со своей культурой и традициями, но мы прошли тоже, если брать латвийский народ, то мы прошли тот же путь, что и латвийский народ, что мы такие же люди, как они, конечно, со своей культурой, но мы интересны, и нам есть что дать этому миру на самом деле. Кстати, уже приходят первые вопросы. Сохранилось ли кочевое мышление у современных ромов? Да, конечно, мы были же всегда вестниками. Что такое кочевой народ? Раньше не было ни интернетов, ни телевидения, ни журналов, ни газет. Это тот народ, который ходил с одного государства на другое государство, неся свою информацию, ту нужную информацию, которой людям не было. Как по-новому обрабатывается металл, допустим, или дерево, какие музыкальные стили новые, какие моды новые, какую еду кушают и так далее. Но главное, это были наши женщины, конечно. Они же были психологами. Это сегодня все бегают к психологам, знаете, лет 20, сколько уже, 10-15 лет, это мода. Больше, уже лет 30. Ну, может, лет 30, но не больше. Но наши женщины уже тысячелетиями этим занимаются. То есть не только же этот народ любили вот князи, бароны, графы, там, за то, что они плясали и танцевали. Да, это хорошо, но не это главное было. Главное было, что у каждого в семье были проблемы житейские. Проблема с женой, или с сыном, или с детьми, или со слугами, или с друзьями. Это те женщины, которые умели налаживать эти отношения. И они этим занимались все время. И вот этот путь, он был сегодня. И сегодня, я думаю, конечно, не то, что кочевой народ можно физически, но есть миграции. Мы знаем, сейчас опять с Украины идет большая миграция, и тоже несут. Но главный посыл нашей миграции было вот в нашем вот этом понимании, этом духовном. Эти качества человеческие, вот эти устои правильные нести. Вот это было то самое главное, что мы всегда хотели принести людям. То есть и сейчас в этот момент, когда мы видим, что мир сегодня делится очень серьезно, англосаксы, славяне, где все держится на лже, предательстве, недовольстве, агрессии, страхе, то есть обмане. Сегодня вот эти, где нету больше... Молодежь неправильно воспитанная, хамство кругом, нет уважения к старшим. Мы видим, на наших глазах это ломается. Еще мое поколение не могло об этом даже подумать, что может быть такое. А сегодня оно сплошь и рядом, вокруг, везде это неудовольствие. И везде вот это хамство, и вот это... А семейные ценности сегодня вообще уже ломаются. Все самое... Да, все ломается. И сегодня может быть тот посыл, что вот мы Рому несем. Я думаю, сегодня это очень важно, что мы не только показываем на своих примерах, но мы можем и поделиться с этими жизненным опытом, с этими знаниями, с разными знаниями мы все-таки храним вот это все. И это есть. Есть, да. Приходят и ищут. Погадай, цыганочка, погадай, потому что тяжело у людей на сердце. Ведь это действительно это лучшая психотерапия. Да просто, чтобы тебя успокоили, чтобы просто тебя поддержали. Чтобы тебя внедрили уверенность в себе. Хотя бы выслушали. Да, это очень важный процесс, допустим, тоже гадание. Это же создает в человеке новую программу, только одну позитивную. Да, конечно, человек меняет свой образ жизни и уже начинает жить вот с этим посылом, с другой мечтой совсем, к позитиву. И это всегда была основа вот этого гадания. То есть создается новая программа, и человек счастлив. Пусть бы как изначально он не верит, а эти цыганки опять что-то наговорили, там мне непонятно все, какие-то вещи. Проходит время, все равно она подруге говорит: ты знаешь, а цыганка-то правильно сказала, у меня все идет так, как она сказала. Так она не предсказала ей будущее, она поменяла ее будущее, то есть в позитивное. И я думаю, конечно, хорошо, когда они есть такие, которые живут на других отношениях, на других понятиях. И эти понятия, они не ухудшают людей, они наоборот их связывают.
И это главное, наверное. Вот еще один вопрос Да. пришел к нам. Считаете ли вы ирландских цыган ромами и ваше отношение к ним? Вы знаете, лично у нас в нашей организации, у нас тревелинги есть, и довольно-таки большая диаспора их. Допустим, Гратан Паксон, который сейчас представляет тревелингах в Англии, он такой довольно-таки очень активный, хотя уже в годах. Он был один из первых вместе с Жю Брайнером, который был голливудская звезда, которые были при создании вот этого Международного Ромского Союза. Да, тревелинги, но они нас не считают ромами уже, потому что они говорят, ну какие вы ромы, вы не кочуете. Говорят, мы ромы настоящие, которые кочуют еще по сегодняшний день от базара до базара, они торговлей занимаются, и все, то есть это их образ жизни. Ну, а мы, конечно, мы их уважаем, мы их ценим, но единственная проблема у них в последнее время, вот это очень большая проблема именно в западном мире. Они теряют язык, и это очень плохо. Сегодня я смотрю уже, что в наших странах тоже уже начинается вот это. Многие в семьях уже начинают не говорить на ромском языке, а говорить на латышском или на русском, и так в каждой стране. И вот это самая наша большая сила, это все-таки наш язык, который объединяет. Так что тревелинги, они такие же ромы, как мы, от той же точки выходцы оттуда, просто со временем, можно сказать, чуть-чуть ассимилировались именно по поводу культуры, языка, но не по своим образу жизни. Арнелла, вы по поводу культуры, по поводу языка, вот ваши картины, откуда вы берете эти идеи, как они рождаются и воплощаются вот в эти большие полотна? Ну, скажем так, что народ, конечно же, очень древний народ, очень богатый своей культурой, своей историей. Вот. И так как вам, наверное, известно, мой дедушка был первым цыганским художником и создателем литературного языка, и поэтому очень много богатства нам оставил именно в плане сказок, рассказов. И поэтому вот у меня, конечно, очень большая есть масса информации, да, и я считаю, что художество это как один из инструментов, с помощью которого можно показать нашу культуру, наши традиции, наше мировоззрение, наш весь путь, который мы прошли через века. Вот. И это, наверное, главная моя задача — запечатлеть это все и показать, насколько мы красивы, насколько мы богаты, насколько мы своеобразный и все-таки интересный народ. Ну да, и вот это культурное наследие, которое у нас есть, оно вдохновляет на самом деле на создание вот таких вот работ. Ну, по-моему, очень много делается, когда проходят ваши фестивали, во всяком случае, я думаю, не только Латвия. Латвия однозначно знакомиться с творчеством цыган, с их чаяниями, с их красотой и яркостью. Ведь каждый год проходили такие фестивали, причем эти фестивали делали, вот вы вдвоем, это вообще уникально, схватила за микрофон, это просто уникально сделать такое зрелищное, красочное мероприятие. И даже во время пандемии, во время локдауна вы ухитрялись это делать. А вот что сейчас? Вы знаете, мы очень гордимся вообще нашим фестивалем, нашим вот этим успешным таким детищем, да, нашим. Потому что мы на самом деле вдохновили очень много стран на создание такого мероприятия у себя уже дома, в своих странах. Уже после нас очень многие страны переняли вот эту хорошую традицию, и сейчас каждый год мы вот тоже как участники тоже ездим уже и к ним на фестивали, и нас очень это радует, что мы были теми, кто дал им вот этот задор, вот эту мотивацию все-таки показывать нашу культуру, разнообразную культуру, не только здесь, но и у себя в своих странах. Хотел добавить, что тоже эти фестивали все-таки были подняты у нас на другой уровень чуть-чуть, на очень высокую планочку. Мы приглашали очень серьезных профессиональных музыкантов каждый год. Это тоже давал
рост всем музыкантам тоже это был большой стимул, и мы видим, что за 5, 6, 7 лет уже мы проводим, и уровень музыки, конечно, и у нас стал более такой, ну, профессиональный. У нас просто свое видение, как мы видим это мероприятие. Мы с Орнеллой на самом деле большие перфекционистки, и для нас очень важно, чтобы вот этот продукт, который мы создали, чтобы он был реально сделан на уровне, чтобы когда ты смотришь это мероприятие, ты видел вот этот, я не знаю, вот этот правильный вкус, правильное вот это вот настроение, и чтобы ты чувствовал уровень вот этого и вот эту всю работу, которая была проделана. Масштабность, наверное. Да, потому что мы Чтобы была бы подходим- гордость, да, чтобы мне было стыдно. Знаете, бывает, когда что-то делается и что-то не получается, то даже стыдно самому смотреть что-то. У нас такого не было, к счастью. Ну, Да. мы уделяем очень большое внимание деталям, что тоже очень важно. У нас очень большая команда. У нас свои видеографы, у нас... Ну да, с годами мы нарастили вот эту команду, которая реально делает все так, как мы это себе вообразили, как мы это думаем, и они нам реально помогают осуществить наше видение, нашу мечту в реальность. И А вы которые знаете- никогда нам не отказывают в нашем порыве, даже если у нас на организацию остается, я не знаю, меньше месяца, как у нас, как у нас пересекаются бывало, да. человеческие пути. Вот участник ваших фестивалей, постоянный участник, это господин Колпаков, уникальный совершенно гитарист. Они работали вместе с участниками прошлой нашей передачи «Территория мечты». Ой, великолепные гитаристы, уникальные просто, можно сказать. И вот сейчас они Да. работают вместе. Не с зря же этим. Мадонна, такая мегазвезда, и их взяла с собой в турне, целый год у них были специальная программа создана. Ну да, ведь они же те, кто сохранили вот эту цыганскую семиструнную гитару, Да, и вот эту уникальные школу. музыканты. И это очень красиво. И когда люди реально это слышат, они чувствуют вот это. Я могу даже Правильную вибрацию. да, я могу даже больше сказать, что сегодня мы, допустим, как Ромский культурный центр маленькой Латвии, сегодня в европейской карте обозначила Латвию как центр ромской культуры, и это можно сегодня сказать уже обоснованно. Так как мы знаем, вокруг нас в Берлине, допустим, создали большой ромский культурный центр, где бюджеты у них по 200 миллионов каждый год, но там резонанса ноль, ничего нету. Мы там подаем уже 3-4 года подряд программы, проекты, идеи. Ничего нету резонанса, они чем-то занимаются, непонятно чем. Мы же не имея вообще никакого бюджета, у нас все двигается. У нас не только фестивали, концерты и литературный язык создан, книги выпускаем, эпосы и все остальное. Но мы уже вот одну выставку сделали уникальную вообще, это художество, дигитализировали эти картины. Это вообще что-то новое в мире, которого еще никто не видел даже. Когда оживают картины и рассказывают нашу историю, это уникальная такая вещь интересная. Буквально этим летом у Орнеллы прошла очень интересная выставка. Согласна, эта выставка будет обязательно в нашей передаче «Неизвестное об известном», где и выступали, и пели, и картины, и все это было оживало. Вы знаете, с моей точки зрения, самые большие противники прогресса – это наши чиновники, которые не дают ничему развиваться. Ведь все происходит, пока они не вмешиваются. Как они вмешаются? Вы знаете, у нас с нашим народом посложнее чуть-чуть. Они нам не дают, они нас не слышат. Они создают сами вот эти программы для ромов. Финансирование есть огромное. Выделяются огромные средства денег. Еврокомиссии и с фондами. Очень много фондов есть. Я не говорю об этих больших стратегичных таких фондов. Но они не прислушиваются, они с нами не считаются. Они создают какие-то программы, которые нам вообще-то, они... Ничего нам не дают эти программы. И они их постоянно повторяют уже десятками лет, одно и то же. Но нам не это важно. Нам важно сегодня просто создать единую цель, единую стратегию создать. Создать нам, как это сказать,
Ну, просто систему создать нормальную и начать работать по нашей утвержденной программе. И мы эти проблемы решим буквально за 5 лет. Не будет ни трудоустройства проблемы, ни с образованием. И в конце концов мы найдем это место в этой общей цивилизации. Особенно сейчас, когда это уже важно. Очень важно, потому что не зря я говорю, что важно, потому что сегодня мы видим, что началась борьба уже темных и светлых сил, что сегодня надо поглобальнее посмотреть на это, что творится, что вокруг нас Содом и Гоморра уже начинается. Это же не шутки все. И сегодня тот наш принос, который ромы сохранили все-таки, это сегодня хороший инструмент. Его надо сегодня воспользоваться этой цивилизацией. Нам же главное сохранить вот этот человеческий облик, а не стать все роботами непонятно кем. У нас дети, поколения растут, да. Ну вот. И тут мы большие будем подсказчики, мы большие воины именно света, потому что мы всегда ими были, спокон веков. Вот здесь еще пришел один вопрос. Вступают ли практикуемыми ромами ранние браки в противоречие с латвийским законодательством? Я не понял вопрос. Ну, вот что вопрос в том, что у ромов часто бывают ранние браки, как бы традиционно. Вступают ли они в противоречие с латвийским? Да нет, до ромов нету никому дела. Живут они себе и живут. Никто же не мешается внутри, что делается ромов. У нас на самом деле именно в Латвии у нас такой практики особо, Это тоже и ранние нет. браки есть, но это не такое большое количество людей, кажется. Это единичные случаи. Вот это буквально больше, конечно, там на Балканах, там, где больше мусульманские ромы живут, там, где колымы, можно продавать дочек. Вот там это больше вот так. А у нас в Латвии это не так распространено. У нас, чтобы выдать замуж дочку, надо приданое подготовить, надо успеть еще сделать это все. Это технически даже сложно. Так что у нас обратные процессы идут, да. Да, Латвия это отдельная как бы территория, опять же. Ну, вопрос относится к вам как, скажем, к королю всея цыган. Ну, Латвия непростое место. Латвия все-таки под крылышком. Место у нас тут очень непростое в Латвии. Нас не трясет тут, нас не топит тут, у нас климат шикарный, люди спокойные и все. Нам надо просто самим разобраться в себе, исправиться. Просто взять нормальную, как-то сесть, успокоиться. Стать добрее, наверное, Да, друг просто другу. отношения поменять друг перед другом, и все у нас наладится. Сейчас главное, самое главное в это время не нести вот эту негативную энергию. Это Да, в очень людях сейчас опасно. просто такая агрессия все время поднимается, что ее надо, с ней нужно как-то бороться, все-таки видеть больше позитива в этом мире, находить что-то хорошее, к чему тянуться, а не углубляться вот в этот негатив. Да, сдерживаться люди не умеют больше. Прикусить губу чуть-чуть надо, сдержаться надо. Сегодня просто ни за что люди взрываются. А почему? Я скажу почему. Потому что Земля начала менять свои вибрации уже, и это мы все знаем. Квантовый переход, который был в 2012 году, он прошел, и не просто так он прошел, и все успокоились. Нет, все поменялось. Звезды сегодня над нами другие, созвездие Рыбы, а уже Водолея. Вибрации сегодня, если смотреть на таблицу Шумера, не 7,8 Гц, а в Риге, допустим, я точно знаю, я с физиками говорю, уже 20 Гц. Это совсем другие вибрации. Это не те низкие частоты, которые сейчас люди, не меняясь, имеют 7,8 Гц. Это, и если человек сейчас срочно не будет меняться, то есть не поднимать свои вибрации, то он просто будет трещать. Это как радио, допустим. Вы заезжаете в туннель на машине, радио начинает трещать. Что вы делаете? Вы ищете правильную частоту, находите как-то, она зазвучала. Но у человека нет этой крутилки, чтобы он поднял свои частоты, поменял их. У него есть духовное развитие. И если он просто этого не сделает, он не засветится и не будет дальше творить. И вот в этом сегодня очень важная тематика, что этот квантовый переход
все-таки он не просто так пришел, он дал нам возможность поменять себя именно. Потому что все равно, делай, что ты хочешь, ты никого менять не можешь. Но мы можем поменять себя. И только себя меняя, меняется наше окружение. Вот среди ромов много ясновидящих. Что они предрекают нам? Одно только все говорят, сегодня время такое, что надо просто не источать вообще негативных энергий. Надо сегодня успокоиться, надо как-то начать ладить в своих семьях. Это самое главное. Сегодня очень большой негатив вопрос. Сегодня люди на самом деле Да. разучились слушать друг друга. Сегодня каждый хочет быть услышанным, и он говорит, но он отказывается слушать. Да, он не слушает ничего. Мы не правильно. слышим друг друга, и поэтому не получается вот этот коннект. Резонанс сильный очень. Знаете, есть такое мнение, сегодня даже говорят, уже высказывание есть, коллективное безумие. И сегодня мы наблюдаем это везде вокруг. Это везде, на всех уровнях, власти, везде, где не смотришь, даже на машине. Чуть-чуть что-то неправильно ты повернул, люди готовы за какой-то неправильный маневр на машине, выхватывают пистолет и начинается стрельба. Что это такое? Это что? Он же не думает об этом, что это тюрьма, что это его семья поменяла свой образ жизни, что его дети остались без отца или без ничего. Ничего не кладется в резонанс. Идет одна какая-то, вот это, закрываются эти мозги. Но для этого надо именно поднимать свои вибрации, то есть духовно развиваться. Вот, еще один вопрос нам поступил. Регистрируют ли ромы браки в ЗАГСе? Если нет, то как решаются юридические вопросы, алименты, раздел имущества? Не, ну сейчас необходимо, сейчас обязательно надо регистрировать, по-другому сложно. Ну, допустим, мой отец и моя мать зарегистрировались, когда мне было уже где-то, я не знаю, 14 лет. Просто родился младший брат, и его не регистрировали, так как закон уже тогда поменялся, и вот мать и отец почти зарегистрировались, тогда только зарегистрировали третьего сына ихнего. Да, и не надо забывать, что ромы на самом деле, они все крестьяне, они все веруют в Бога, и поэтому, когда и заключаются браки, это обязательно последует церковный обряд, будь это православные, лютеране или католики, они обязательно идут в церковь, они обязательно венчаются. Сегодня венчание – это тоже официальная церемония, которая регистрируется, поэтому с этим как бы проблем. Да, но это все внешняя оболочка. Изнутри, если так глубоко вести, союз двух мужчин, мужчины и женщины, это отдельное таинство. Потому что только в соединении мужского и женского начала есть полная гармония и развитие человеческой души. Мы знаем это, что изначально уже в крестьянстве был неправильно трактован этот закон, что создавали отдельно мужские монастыри и женские для духовного развития, но только в соединении. И да, если я соединился со своей второй половиной, которая дает мне возможность построить вот это будущее свое, конечно, я ответственность беру на себя большую. И это независимо, что я делаю, но я обязан уже в любом случае, я взял ответственность за эту женщину. И любая женщина, в котором мне, допустим, доводится войти в какие-то серьезные отношения, это ты берешь, это не просто так. Вот у нас это в традициях есть. Этот человек берет большую ответственность до конца своей жизни за эту женщину. Пока, конечно, она сама куда-то не ушла и не построила свою другую жизнь и за нее в ответе. То есть это уже наша традиция, наша культура, это совсем другое. Философия. Да. Здесь был больше вопрос чисто бюрократический. Да, конечно, нужно. Мы же законопослушные граждане, и мы живем по нашей латвийской конституции, не нарушая ее. Ну да, но сейчас, в принципе, все меняется. Но если уже на днях Папа Римский объявил о создании новой Библии, что старая Библия как бы уже не соответствует сегодняшнему дню, его ритму и отношениям, ну тогда уже, в общем-то, говорить, наверное, не о чем. Что такое новая Библия? Написать можно, что хотят. Мы знаем, что Библия это не просто так написано, это истина должна быть.
Да, мы все ждем, мы знаем, что много народов было, которые носители истины. Это не только христианство, это индуизм, это иудаизм, ведические знания, буддисты, христианство. Конечно, это те носители. Но в каждом народе в свое время давалась эта истина. Я же не говорю, что ее нету там, она есть. Но человек сущность такая, он не может в частичку истины какую-то верить. Конечно, он со своей фантазией дорисовывает все остальное и считает, что его истина самая истина. Но частичка есть. И сегодня время пришло просто все вот эти истины по кусочкам, допустим, соединить в едино. Ну, чтобы понятно было, допустим, если кому-то там донышко как истина, если кружечку берем, у кого-то спинка там, у кого-то там ручечка, то сегодня время пришло соединить вот эти истины и создать единую вот эту законы духовного развития. Так как невозможно, африканская душа человеческая развивается по одной программе, там китайская по-другому, европейскому по-третьему. Нет такого. Души, они все, человек, он один и тот же. Вот именно эта душевная ткань, духовная ткань, вот там мы братья и сестры все. И тут у нас нет раздела. Тем не менее, да. все-таки ромы умеют охранять, нести свои традиции и достаточно не подпускают близко именно к своему сообществу. Я имею в виду человека, который пытается внести какие-то свои коррективы или поменять их. Нет, вы знаете, это время уже тоже закончилось. Мы знаем, что сегодня вся информация уже выходит, тайны больше закрыты. Это 2000 лет было, да, 2000 лет все человечество жило в тайнах. В тайнах было везде, и в Каббале, и в ведических знаниях, и в наших тестаментах были тайны. Везде были тайны, и знания были. Сегодня мы знаем, что сейчас все играют в открытую. Сейчас нету больше тайн. Сейчас, я говорю, задача пришла создать просто единое понимание человеческого развития. Только так мы можем перейти от Homo sapiens на Homo spiritus. То есть другой человек, другое понимание. Потому что, как в материальном мире, мы все знаем, что также нельзя было, допустим, создать какое-то отношение между странами и народами, когда они в материальном мире не договорились, что метр есть метр, килограмм есть килограмм, что математика, допустим, в Китае не отличается от математики в Европе или в Америке. И когда они это объединились, пошел технический прогресс очень быстро, пошла торговля и все остальное. И также в духовном мире человечество пойдет развиваться только когда они все-таки договорятся между собой и получат единый путь духовного развития. Закон. У нас еще один вопрос Вопрос Корнелии. Где можно увидеть ваши работы? На данный момент все картины после выставки. Выставка у нас была в Digital Art House. Выставка проходила целый месяц, где была у людей возможность и увидеть, и услышать картины. Но сейчас они находятся в Ромском культурном центре, на дома Лаукумс 8А. У нас можно и тоже записаться на визит, и их посмотреть, и познакомиться. Можно на страничке-то. Конечно же, да, в социальных сетях есть страницы на Фейсбуке, на Инстаграме, где можно немножечко более глубже познакомиться с картинами, узнать их историю, описание. Вот. Также всегда можно обратиться к нам в Ромский культурный центр, и Орнелла с большим удовольствием проведет такой экскурс в свое искусство, ознакомится со своими работами и расскажет немного больше и о своих работах, и о своем творчестве, о подходе к творчеству. Угу. И также, конечно же, сейчас планируется тоже очень много выставок по Латвии. И вот как только будут известны более точные даты, я, конечно же, в социальных сетях об этом сообщу. Да, хочу дополнить. Мы сейчас дигитализируем Карлос Рудевич, первый ромский художник, который был в мире, можно сказать. Сейчас мы к 20-летию, как он ушел, делаем тоже ему такую выставку.
памяти, но мы дигитализируем ему 22 картины сейчас. Это будет очень интересная выставка, которая, я думаю, в середине сентября пройдет там же в Digital Art House. Еще точно дату не знаю, но это зависит, это очень сложный процесс технический, каждую картину оживить. Это сложный довольно. Ну, у нас тоже как бы была очень хорошая как бы практика в этом, да, мы уже прошли эту всю историю. И хочу сказать отдельно, что да, это очень большая работа, так как мы работали с зарубежными художниками, которые занимаются именно дигитализацией этих картин. Да, анимацией, дигитализацией. И мы, конечно, сообща очень долгое время готовились к этой выставке, и очень много работы было очень вложено для того, чтобы получился именно вот тот вот успех, тот результат, который мы хотели, чтобы люди увидели. Ну и план есть объединить эти две работы, и, конечно, тогда будут такие шикарные большие выставки, можно будет легче устраивать. Не надо возить с собой большие картины, все-таки их можно показывать. Сегодняшние технологии нам очень хорошо в этом помогают сейчас. А как с фестивалями? Можем мы ожидать новый фестиваль 2022 года? Мы очень на это надеемся, мы сейчас тоже ждем подтверждения. В сентябре, когда выйдут с отпуска наши чиновники, обещали сдать нам ответ, да. Ну, конечно, я говорю, фестиваль связан всегда какими-то событиями, всегда, это каждый год было. И в этом году у нас событие очень важное, конечно, это про ромских беженцев с Украины. Это конференция очень серьезная, мы к ней готовимся. И, конечно, если будет фестиваль, эта конференция тоже будет проведена на хорошем уровне. Это совместно проходит, да? Ну, как всегда, да, у нас же всегда с фестивалями идут какие-то очень серьезные события мирового масштаба. Были же и первые конференции для сеньоров, и конгрессы были, и конференции были, и ромские форумы были, ну, очень много всего было. Мы к этому мероприятию всегда подходим не только с культурной стороны, но и с политической, с дипломатической. Конечно, это есть повод подтянуть всех ромских политиков со всего мира, то есть и показать нам наше государство, нашу Ригу, нашу культуру. Ну, то есть это... И узнать о ситуации в разных странах. Ну и, конечно же, мы же, как всегда, мы показываем наш фестиваль, всегда чем-то новым удивляем и не только наших местных зрителей, но также весь мир, потому что у нас очень большие сотрудничества с таким телеканалом, как Metso TV, который объединяет 42 страны. Который показывает наши контенты. Да, транслирует наш контент, и поэтому, конечно же, у нас, как каждый год, есть новые идеи, новые какие-то безумные затеи, новое видение. И хочется, конечно, удивлять больше людей. Мы стараемся идти в ногу со временем и показывать людям тот продукт, который актуальный на сегодняшний день. И за это время, за пандемией, которая прошло сейчас эти 2 года, у нас много интересного есть, что показать лидерам ромской жизни вообще. У нас много книг интересных было изданных, очень таких. Уже, ну, они слышали, но не видел никто. У нас новый подход к картинам сейчас подходит. То есть мы дигитализировали Арнеллины картины, сейчас Карлоса Рудевича еще будут. То есть у нас много чем есть. Нам есть чем удивить. Удивить, да. И сохранить за собой все-таки вот этот титул, можно сказать уже, что мы центр все-таки культуры, ну, ромской культуры. Сегодня в нашей передаче участвует еще один человек. Это наш оператор Андрей Елисеев. Если бы у него наша трансляция была бы просто невозможна. Андрей, у нас еще очень много вопросов. У нас есть время или мы должны уже... Мы в рамках. Хорошо, я слушаюсь повелителя. Будем ждать выставок, будем ждать фестиваля. Будем ждать новых встреч, будем ждать ваших концертов, будем ждать красивого и доброго будущего для всей нашей земли. Всего доброго! Спасибо.